Здравствуйте, я Брезгунова Дарья, клинический психолог и доула смерти. И сегодня мне бы хотелось начать такой небольшой курс видеолекций о теории горевания, а именно о различных видах горя. И да, это интересно, что все мы привыкли к тому, что существует, в принципе, такой процесс, как процесс горевания, но немногие из нас знают, что у горя есть, скажем так, множество оттенков. И начну я сегодня свой курс с такого вида горевания, как предвосхищающее горе, предварительное, или в английском оно звучит как anticipatory grief. И здесь интересно, что, как вы уже поняли из названия, это горе, которое происходит внутри нас еще до того, как человек физически умирает. То есть мы как бы ожидаем эту утрату. Хотя человек все еще рядом, мы можем с ним общаться, он еще живой, он может быть в сознании, но мы все прекрасно знаем, что есть какие-то обстоятельства, которые ведут неизбежно к этой утрате. То есть смерть, к сожалению, точно случится. И в целом, если говорить о том, то в каких случаях есть предвосхищающее горе, да, то есть в каких случаях мы начинаем как бы горевать заранее, отгоревывать, то это такие случаи, как, например, какие-то тяжелые, необратимые диагнозы, да, то есть, как правило, это может быть онкологические диагнозы, БАС, то есть что-то такое, когда мы понимаем, что, скорее всего, даже если мы приложим все усилия, человек все равно, к сожалению, от нас уйдет. Следующий случай – это, например, когда человек уже в преклонном возрасте, да, и, к сожалению, наша жизнь ограничена возрастными рамками, да, то есть мы ограничены временем. И понятно, что если человек, например, долгожитель и уже, скажем так, его возраст приближается к очень серьезной отметке, то, скорее всего, все-таки его жизнь подходит к завершению, да, логическому, но внутренне мы можем уже это отгоревывать. Особенно здесь будет такой яркий пример, когда, например, пожилая пара супругов наблюдает, скажем так, друг за другом, и каждый из них понимает, что кто-то из них уйдет. Вот, то есть есть такая внутренняя подготовка к этому. Следующий вид – это скорее паллиативные решения, да, то есть здесь я говорю о таких решениях, как, например, эвтаназия. То есть когда, например, человек сам решился на это, да, то есть и все родственники начинают готовиться к этому процессу. То есть здесь, несмотря на то, что есть уже даже четкая дата, люди все равно запускают внутри себя вот этот вот процесс горевания заранее. То есть все готовится, все прощается с человеком. Следующая история, да, когда мы можем говорить о том, что, скажем так, смерть неизбежна, и все это осознают. Это достаточно тяжелая, наверное, может быть, одна из самых тяжелых, если это можно как-то сравнивать, групп предварительного горя – это паллиативная педиатрия. То есть, к сожалению, в нашей жизни есть такие истории, когда детки рождаются уже с тяжелым диагнозом, необратимым. И здесь тоже родители очень часто понимают, что, скорее всего, эта история про какое-то прощание, естественно, раньше, чем вообще это хотелось и представлялось. Вот, то есть паллиативная педиатрия, здесь тоже есть предварительное горе, и довольно такое сложное. Следующий кейс – это, например, когда есть какое-то очень такое прям сложное ментальное заболевание, то есть когда есть психиатрический диагноз, который тоже невозможно обратить. То есть, к сожалению, сейчас, опять же, не все заболевания именно ментальные поддаются какой-то прям коррекции или полному излечению. И такие диагнозы, как деменция или болезнь Альцгеймера, это тоже случай, когда люди, видя, как их близкие уходят, но в первую очередь именно ментально, да, то есть как будто бы его личность теряется, и они тоже наблюдают за этим процессом, и это крайне болезненно. То есть здесь скорее уход человека связан первично с потерей его вот этой личностной идентификации. Следующий случай, когда, например, близкие наблюдают за своим каким-то тоже близким человеком, да, и видят, что
Например, человек находится в тяжелом употреблении, да, или ведет очень опасный образ жизни, или его как бы деятельность связана с какими-то очень опасными обстоятельствами, да, то есть очень рисковая работа, или он как-то оказался в какой-то вот горячей точке, да, то есть когда очень много обстоятельств, которые говорят о том, что, скажем так, есть шансы на выживание, но больше гораздо шансов на то, что человек может как-то умереть. Вот. То есть здесь тоже может быть такое внутреннее ощущение предварительной утраты, вот, то, что шансы не такие высокие. Вот. А что вообще можно сказать еще про предварительное горе? То есть, опять же, не совсем такой вопрос корректный, но в чем же, скажем, отличие предварительного горя от, ну, скажем так, любого другого горевания, да? Здесь, опять же, есть некоторая привилегия горюющих, которые уже знают, что их близкий их покидает. То есть у этих горюющих есть время. Время на то, чтобы какие-то важные разговоры провести, выполнить последнюю волю умирающего, сказать какие-то последние слова, провести это время с ним, да, то есть как-то разделить, банально как-то подготовиться, да, то есть узнать там, условно, там, где какие-то важные документы, как-то организовать саму процедуру похорон, да, кого пригласить, каким образом, да, будет эта процедура проходить, может быть, даже там какие-нибудь прижизненные похороны провести, living funeral. Ну, то есть вот это вот запас времени, которое вы можете полностью разделить с умирающим, да, то есть это на самом деле, например, очень сильно отличается от состояния, когда происходит внезапная смерть, да, особенно если это какая-то внезапная смерть от несчастного случая, от, например, это насильственная смерть, да, то есть тогда очень часто возникают более деструктивные реакции, то есть психике бывает сложнее переработать такой опыт. То есть это шок, это отрицание. И при предварительном горе, конечно, здесь как будто бы может показаться, что даже это как будто бы легче происходит. Но опять же, очень сложно это горе измерить. И я не прибегаю, да, к клинике горя, я не сравниваю, что тяжелее, что легче. Просто здесь есть время. Вот. И иногда даже мы знаем буквально точную дату, когда наш человек нас покинет. А иногда, опять же, если мы говорим про какие-то случаи, когда это пожилые люди, да, люди серебряного возраста, очень почтенного, такая смерть, она даже может ощущаться как что-то естественное, что-то как будто такое вот органичное, что должно произойти, как будто бы даже правильное, да. Вот. Но, опять же, здесь есть еще очень важный компонент того, что, да, это нам дает время, мы можем успеть что-то важное, но при этом это достаточно еще болезненно. То есть фоновое вот это переживание вот этого опыта, когда вы постоянно наблюдаете за тем, как ваш близкий медленно угасает, это очень тяжело. Вот, то есть это приносит очень много боли. Соответственно, вы вроде как бы знаете, что у вас есть время, да? Вы вроде как понимаете, к чему все идет, да, вот эта вот неизбежность. Но вот это вот чувство какой-то бессилия, да, какой-то такой вот злости, что хочется как-то обратить вспять эту ситуацию, хочется что-то сделать, а вот вы бессильны, да, то есть вы знаете, что ничто не может изменить эту ситуацию, да, то есть вы можете только наблюдать, и это, конечно, вызывает очень сложные переживания. Это действительно больно. Следующее, опять же, если говорить про чувства, здесь есть еще очень сложная конструкция. Она про чувство вины и чувство такой амбивалентности. В каких ситуациях это может быть? Например, в ситуации, когда у вас есть очень такой тяжело больной близкий человек, который очень для вас важен, за которым вы, например, очень долго ухаживаете, да, и часто за этим стоит такая длительная история лечения, да, то есть это болезненные процедуры, это вот то надежда, то разочарование, да, то есть такая постоянная борьба. Это очень много потраченных сил, это бессонные ночи, это очень тяжелый такой внутренний вопрос, условно, либо вы
продолжаете что-то пробовать, но при этом вы начинаете понимать, что вы лишь продлеваете время жизни вашего близкого, но ему при этом очень больно. То есть человек может мучиться от боли, человек может постоянно там, не знаю, быть на грани жизни и смерти. И вот этот вот внутренний выбор, прежде чем как вот мы выбираем продолжать, но при этом ваш близкий будет испытывать сильнейшую боль, либо мы как бы смиряемся. Вот. И что может быть еще? То есть есть такой еще синдром, как выгорание ухаживающего, да, то есть если вы все время при этом вот боретесь месяцы, а часто это годы за жизнь вместе с вашим близким, в какой-то момент могут возникать мысли, которые могут вас даже пугать. То есть вы можете уже подумать от бессилия, усталости и от злости, что а когда же это все закончится? Ну вот уже все уже как бы вот, ну, невозможно. То есть вы уже на пределе физически, ментально, финансово, ресурсно, вы уже просто вот не можете, да. И вы видите, что ваш близкий, ему тоже очень тяжело. То есть это действительно тяжелый опыт. И вот эти вот внутренние желания, чтобы вот все это закончилось, да, чтобы вот уже вот как бы какое-то такое освобождение, да, хочется вот этого мучительного процесса. Вот оно, конечно, внутри вызывает много эмоций и злости, и вины, и даже такого ужаса от себя, что как-то так. И я что желаю своему близкому, ну, то есть, чтобы он наконец-то вот отмучился и умер. То есть внутри это очень тяжело переносится. И потом за эти мысли человек уже может даже после смерти себя очень сильно корить. То есть вот эта вот вина после ухода близкого, она может быть такой осложненной. Вот. О чем еще можно поговорить, если мы говорим про предвосхищающее горевание, да, то есть я упомянула, что это не только какие-то фатальные физические диагнозы, да, то есть когда как бы разрушается тело, и наш близкий уходит в результате как бы телесного угасания, да, физиологического. Но и такие истории, как ментальные диагнозы, да, то есть, как я уже упоминала, что если у человека, например, есть диагноз деменция или Альцгеймер, то здесь как будто мы начинаем горевать вот по живому человеку. И для иллюстрации такого процесса, например, наверняка вы, может быть, где-то слышали про историю Брюса Уиллиса. К сожалению, там тоже такая есть сейчас ситуация, когда уже он буквально прощается со всеми родственниками, да, с бывшей женой, с нынешней, с его дочерьми, и его буквально оставляют как бы в доме, вот, то есть от него как-то все уезжают. И вот эта вот процедура, когда человек еще жив, то есть физически он еще жив, но его сознание, оно настолько уже утеряно, то есть человек может, например, не понимать, кто он может полностью потерять всю свою какую-то социальную мобильность, он может перестать как-то ухаживать за собой, да, идентифицировать своих близких, то есть процессы памяти, процессы когнитивные, вот эти все, они медленно разрушаются. И здесь как раз, да, это тоже предвосхищающее горе. То есть вот человек рядом, но он уже не помнит, кто он, и он не помнит, кто я. И это, наверное, тоже одна из таких самых болезненных форм. И следующее, тоже такой логичный вопрос, да, то есть предвосхищающее горе, когда мы горюем о наших близких. А есть еще предвосхищающее горевание, когда человек горюет сам по себе, по своей жизни. Это именно те ситуации, когда, например, человек узнает о том, что у него есть какой-то смертельный диагноз, да, или ментальный, и что он знает, что через какое-то время его сознание или тело угаснет. И тогда, опять же, да, человек сталкивается с какими-то чувствами, как злость, бессилие, неприятие. И вот, кстати, вот именно та теория Кюблер-Росс, это 5 стадий, которые она тоже сформировала, пока работала, собственно, с паллиативными пациентами. Это именно про ту ситуацию. То есть когда человек внутренне проходит через достаточно сложный процесс принятия своей смертности, своей конечности, когда он прощается с близкими, когда он понимает, что его жизнь закончится, а жизнь близких продолжится, но уже без него, когда он горюет по каким-то надеждам,
он горюет по какому-то будущему вместе с близкими ему людьми, и близкие также горюют, что э, у них уже не будет того варианта будущего вместе вот с этим человеком. То есть утрата — это вообще такая комплексная история, когда мы теряем, естественно, не только человека, но и множество сопутствующих потерь и утрат, в том числе и какой-то вариант будущего вместе с ним. Вот. Что еще можно добавить про предварительное горевание? Иногда предварительное горе может случиться даже не по поводу человека, да? Может быть, вас посещали мысли о том, что вы горюете по какой-то вот версии себя из прошлого, да? Или вы горюете по какому-то варианту, опять же, развития вашей жизни, который не случился. Вот, то есть вот это вот ощущение какой-то потери предвосхищающей, да, то есть вот это уже не случится, я там понимаю, да, то есть условно, я не знаю, там, когда человек, например, ломает как-то руку, он понимает, что с ним больше там не случится, да, каких-то там конкурсов музыкальных. Ну, то есть вот это вот сложное ощущение, оно и есть такое предварительное горе, да, то есть ожидание этой потери, неизбежность этой потери, ощущение бессилия, что мы ничего не можем сделать. Вот, то есть это достаточно сложная такая гамма чувств, и немногие как-то, может быть, задумывались, да, о том, что именно происходило, но действительно такой вариант горя у нас есть. И если, например, вы чувствуете, что вам необходима помощь, если вы оказались в ситуации, похожей на ту, которую я сегодня описывала, или просто хотите как-то поисследовать ваши отношения с горем или со смертью, то вы можете со мной связаться. Контакты в описании. Спасибо.